Большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить праздничное меню, которое будет очень быстрым из вкуснейших блюд и при этом займет очень мало вашего времени. Начнем с первого блюда, это будут поповеры с рыбой. У меня здесь одно яйцо, я добавляю 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки сахара, немножко перемешаю венчиком. Мы сегодня все делать будем очень быстро, чтобы экономить ваше и наше время. Добавляем сюда 65 грамм муки, это половина стакана объемом 200 миллилитров. Немножко молока, всего здесь у меня 100 грамм молока, но я все не добавляю по чуть-чуть, чтобы не было комочков, постоянно вот так вот перемешиваем. У нас есть булочки поповеры со сладкой начинкой, вы можете посмотреть их в этом видео по этой ссылке. Я же продолжаю и добавляю сюда все оставшееся молоко и перемешиваю. Я взяла обычную форму для кексов, хорошо смазывала растительным маслом, чтобы вот эти бумажные формочки лучше держались. Можно не использовать эти бумажные формочки, а просто сразу заливать тесто в железные формы. Заполняем формочки наполовину. Приблизительно вот так вот. У меня получается 2 десертные ложки. Духовку я уже прогрела до 200 градусов, выпекаем 15 минут при этой температуре, потом снижаем до 170 и выпекаем еще 10-15 минут до румяности. Булочки выпрыгивают, займемся начинкой. Здесь у меня 150 грамм творожного сыра и также 200 грамм копченого лосося. Вместо лосося можно использовать даже, допустим, колбасу салями, или же вы можете использовать копченый балык, можно использовать какую-то другую рыбу. Можно все это переиграть на свой вкус. Значит, я нарезала вот таких вот 6 больших полосочек, из которой можно легко сформировать розочку. Так вот, по-богатому. Остальные 50 граммов я нарезаю очень и очень мелко. Перекладываем начинку в сыр. И у нас уже с вами получается здесь 3 вкуса. Соленый, слегка кисловатый. И еще надо добавить для баланса немножко сладости. Буквально 1/4 чайной ложки сахара. И это перемешиваем. Если вы любите, и у вас все в семье любят, то сюда еще можно добавить любую зелень. К примеру, укропчик. Лолочка, поповер будешь? Вкусно? Или такое? Не твое, да? Не-не-не. По 1 чайной ложке начинки внутрь нашего поповера. У меня здесь на дне получились такие сразу прям отверстия, то есть даже дырочки, и мне удобно начинять. Кстати, не советую использовать бумажные формы, или может они мне некачественные попались, но они слишком сильно прилипали к дну. Немного крема сверху и устанавливаем розочку, чтобы она хорошо держалась. Чик. Эти поповеры по вкусу похожи на профитроли. Они внутри такие воздушные. Не подумайте, что это все тесто. Нет, там воздух, пустота. И для декора можно немного зеленого лука, укропа, петрушки, все что угодно. На основное блюдо я предлагаю свиные ребрышки, и мы их с вами сейчас замаринуем. Используем соль. Солим по вкусу со всех сторон. У меня здесь килограмм ребер. Это приблизительно мне понадобится 1 чайная ложка соли. Черный молотый перец, тоже со всех сторон. 4 зубчика чеснока нарезаем дольками. Ребрышки как ребрышки, давайте сделаем их праздничными. Берем гранат. Нам понадобится буквально половина граната. Проходимся вот так вот ножичком, стараясь не прорезать зернышки, хотя я уже перестаралась и прорезала. Снимаем эту шапочку. Теперь делаем надрезы по перегородкам, но тоже стараемся не повредить зерна, а только прорезать кожу. Верхушку я тоже сняла, и теперь вот так вот легко и просто у нас получается раскрыть гранат.
Все, я беру половину. Теперь с обеих сторон мяса выкладываем ломтики чеснока и ломтики лаврового листа. Лавровый лист мы потом уберем, поэтому раскладывайте его достаточно крупными кусочками. Берем лист фольги и на дно высыпаем приблизительно 1/3 граната. Перекладываем ребра на гранатовые зерна. Сверху тоже выкладываем гранатовые зерна. Я вам говорю, это будет просто нереально вкусно. Закрываем фольгу. И еще я упакую еще 2 слоя фольги, чтобы у меня ничего не протекло. Больше не переворачивайте кусок с мясом, чтобы у нас весь сок оставался вот на дне фольги и хорошо пропитывал мясо. Запекаем мясо 2 часа при температуре 200 градусов. Мясо хорошенько у нас пропарилось, снимаем фольгу. Ой, как пахнет! Яка красота! Яка краса! Так, теперь нам нужно с вами убрать все лишнее. Весь сок мы слили и теперь поливаем соусом на шарап. Это тоже гранатовый соус. Смазываем мяско. Со всех сторон переворачиваем аккуратненько. Запекаем еще буквально минут 10-15 при температуре 200 градусов. И следующее блюдо, это мое любимое блюдо с детства, это закусочные блинчики. Для блинчиков я беру 2 яйца крупных, половину чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара с горкой. Я люблю, чтобы блинчики были сладковатые. Перемешиваем это венчиком. 120 грамм муки. Всего 250 грамм молока, оно теплое, но все молоко сразу не добавляйте. Добавьте немного. И вот так вот перемешивайте, так не будет комочков в тесте. Еще немножко. Так вся мука хорошо расходится и тесто будет у нас максимально однородным. Добавляем оставшееся молоко, хорошенько перемешиваем до однородности. 1 столовую ложку растительного масла и 150 грамм кипятка. Все, тесто готово. Хорошо прогреваем сковородку, она должна быть очень горячей. На раскаленную сковородку наливаем немного теста и хорошенько его сразу же распределяем. Переворачиваем. Для начинки мелко нарезаем 1 луковицу. Сначала я разрезаю вдоль, потом так. Чтобы все у вас получалось очень быстро, вам нужна дополнительная пара рук или лап, которые будут вам всем помогать мыть посуду, давать продукты, чтобы все было быстренько. Разогреваем хорошо сковородку, выкладываем лук и обжариваем его до прозрачности. Вот до такого состояния обжариваем лук, легкая золотистость, так скажем. Быстро на сильном огне обжариваем 300 граммов шампиньонов, нарезанных кубиком. Вот до такой степени обжарились у нас шампиньоны, и можно их со смелостью снимать с огня. Заранее я отварила 2 окорочка и отправляю сюда уже 300 граммов нарезанного куриного мяса. 120 грамм сыра тоже сюда отправляю. Солим, перчим по вкусу и все перемешиваем до однородности. Начинка еще теплая, поэтому сыр будет плавиться, да и блинчики в принципе тоже еще теплые. Выкладываем начинку, поверьте мне, она очень вкусная. Не жалеем. И собираем в мешочек. Теперь кто бы подержал. Также можно завязать при помощи зеленого лука или использовать сулугуни, как я делала с предыдущим блинчиком. Вот такие мешочки получаются, каждому по порции. Для следующей закуски натрем на мелкой терке 2 яйца, 1 зубчик чеснока. Или же можно использовать для этого пресс, как кому удобно. Также натираем 1 плавленый сырок. Его лучше положить в морозилку буквально на 15-20 минут, и тогда он будет проще натираться. Добавляем майонез. Я добавляю 1 огромную столовую ложку. Также смотрите по консистенции, можно еще добавить, если хотите, чтобы было более такое податливое. Солим также по вкусу. Теперь берем крабовую палочку, раскручиваем ее
Здесь фиксируем с красной стороны, вот так вот фиксируем ножом. Так, и выкладываем начинку. Аккуратно ее вот так вот разравниваем. Теперь выкладываем сюда немного кукурузы. Так вот, по всей длине. И просто сворачиваем. Поверьте, это очень вкусно. Хоть это и просто, но здесь все прекрасно между собой сочетается. И получается настоящая вкусняшка. У меня получилось 8 вот таких вот палочек. Вы можете их разрезать напополам или же на 3 части. Я еще хочу заторцевать их. Для этого я натираю на мелкой терке 2 желтка. Теперь берем палочку, обмакиваем в майонез и в желтки. Вот такая торцовка. И еще одна готова. Теперь у нас с вами новая закуска, и мы меленько нарезаем буквально 3 веточки петрушки, совсем немножко. Смешиваем 120 граммов печени трески и одно натертое на мелкой терке яйцо. Яйцо сделает закуску менее жирной и при этом более воздушной. Печень трески и так обладает очень насыщенным вкусом, яйцо ее ни в коем случае не забьет, а петрушка придаст при этом свежесть. Перемешиваем до однородности. Все делаем с хорошим настроением, чтобы у нас все получилось очень вкусным. Ложечкой выкладываем нашу смесь в яичные белки. Яичные белки у нас остались от крабовых палочек. И формируем вот такие вот шарики. Вот такой получается нежный шарик с печенью трески. Справились с одной закуской и приступаем к следующей. У меня здесь большой буряк, то есть свекла. Отрезаем часть, и мне нужны большие такие слайсы. Здесь у меня лист фольги и потом еще лист пищевой пленки. На это все дело мы выкладываем слайсы свеклы внахлёст. Свекла уже у меня подсоленная. Тоненькая сеточка майонеза. Дальше у нас слой натертой на крупной терке морковки. Все овощи у меня отваривались в подсоленной воде, поэтому я уже больше ничего не буду досаливать. Дальше слой майонеза снова. И как видите, я не дохожу до края, буквально там 3 сантиметра. И слой картошки. Селедочку, филе режем тоненькими вот такими полосочками. У меня здесь одно филе. Обязательно майонез на картошечку. Это у нас такая будет шуба в рулете. Очень красивая вещь. Селедочка, селедочка. Понятно. И выкладываем теперь селедку. Сейчас будем скручивать наши роллы. Теперь немного лука. Лук я немного подмариновала. Добавила сюда щепотку сахара и щепотку соли. Как видите, он уже пустил сок. И будет не таким острым. И скручиваем как ролл. Немного уплотняем, формируем. Поднимаем вместе с пищевой пленкой. Чик. Переворачиваем. Если вы крутили суши, то здесь все очень просто. Вот так же, как и в роллах, тянем и уплотняем его, чтобы там у нас все было без пустот внутри. Так, края тоже вот так вот ножичком можно уплотнить. Так. Сформировали, запечатали. И надо оставить в таком положении хотя бы на часик-два, чтобы оно пропиталось и стабилизировалось. Для следующего рецепта нам нужны отварные кальмары. У меня кольца, но вы можете использовать и тушки. Получается, что нужно нам вскипятить воду, добавить туда лавровый листок, перец горошком, посолить обязательно воду и еще добавить пару зубчиков чеснока. Положить кальмары в кипящую воду, дождаться, пока вода опять закипит, и проварить их 1,5 минуты. Снять, и все готово. Кольцами нарезаем один перец. У меня перец сорта капи или капри.
Но можно использовать болгарский перец, и вы можете нарезать не кружочками, а соломкой. Помидорки черри нарезаем на половинки. У меня их всего 150 граммов и приблизительно 100 граммов перца. Листья салата перемешиваем с помидорами и болгарским перцем. Сюда же наш кальмар, который был отварен. Все перемешали. Выкладываем вокруг. Этот салат уже перемешивается непосредственно перед едой, потому что иначе, как вы знаете, листья салата пустят сок и уже будет все не так красиво, как могло бы быть. У меня, кстати, здесь руккола и айсберг, но вы можете взять абсолютно любой микс салатов по своему вкусу и теперь просто раскладываем. Мне очень нравится такая подача, потому что визуально это похоже на новогоднее вино. И добавляем теперь маслины. Посмотрите, как все заиграло, когда добавился вот этот черный цвет маслинок. Приблизительно 30-40 граммов. Вот такой получается венок красивый. И сейчас мы сделаем соус. Для соуса нам понадобится 1 или 2 зубчика чеснока. Здесь вы уже сами смотрите на свои личные предпочтения. И хорошенько их нарубим. Сюда добавляем половину чайной ложки сахара и вот так вот перетираем. В этом случае сахар выступает как абразив, и чеснок лучше пускает свой сок и при этом еще лучше измельчается. Теперь смешиваем 3 столовые ложки растительного масла. Соевый соус добавляем по вкусу, в зависимости от его солености. Я добавлю тоже 3 столовые ложки. 1 столовая ложка лимонного сока и 1 столовая ложка горчицы в зернах. Добавляем чеснок и все энергично размешиваем вилкой. Следующий рецепт — картошка-гармошка. Нам нужно нарезать картошку на тоненькие слайсы, но при этом не дорезать до конца. Для этого идеально подходит, если вот положить 2 такие палочки для суши и аккуратненько так идем и нарезаем. Картошку солим. Что попадет, то попадет внутрь, что не попадет, то не попадет. Перчим тоже. Также вы можете добавить любые специи по вашему вкусу. Теперь можно вставить маленькие слайсы чесночка. Не обязательно это делать в каждый разрез, просто чтобы картошечка пахла чесноком. И тоже тоненькие слайсы вставляем бекона или салка, что у вас есть. У меня бекон варено-копченый, с ним получается очень вкусно. Тоже абсолютно не обязательно вставлять в каждый разрез, можно через 1, через 3. Как получится. Вот такие прикольные гармошки получились. Я буду выпекать в рукаве, но можно просто выпекать в духовке без рукава. Просто в рукаве оно хорошо пропарится и быстрее приготовится. Выпекаем приблизительно 30-40 минут при температуре 200 градусов. Готовность обязательно проверяйте. Картошечка должна быть мягенькой. Посмотрите, какой яркий и нарядный получился праздничный стол. Все очень вкусно и очень вкусно пахнет. Я уже хочу кушать. Надеюсь, что вам понравился хоть один из этих рецептов и вы возьмете его себе на заметку. Тортик, кстати, птичье молоко выйдет на канале отдельным рецептом, чтобы не делать это видео и так уж слишком долгим. И начнем мы с десерта. Это будет торт «Молочная девочка» за 30 минут. Действительно, за 30 минут. Взбиваем 3 яйца со щепоткой соли 3 минуты. Теперь добавляем сюда 50 грамм растопленного сливочного масла комнатной температуры и также 300 грамм сгущенного молока. Все подробные граммовки будут внизу в описании под видео, чтобы не делать это видео слишком долгим. При подходе добавляю 160 грамм муки, которая уже заранее просеяна и смешана с 10 граммами разрыхлителя. Перемешиваю венчиком, не миксером. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И готовим с хорошим настроением, чтобы все хорошо получилось. Тесто выливаю на противень. Это обычный стандартный противень размером 30 на 40. Его можно выстелить или пергаментом, или, как у меня, силиконовым ковриком. Тесто разравниваю по всему противню и отправляю его выпекаться в духовку, прогретую до 180 градусов, на 12-14 минут. Смотрите по своей духовке. Для крема я взбиваю 50 грамм жирных сливок жирностью 33% и 10 грамм ванильного сахара. Начинаю на медленной скорости, потом постепенно увеличиваю. Сливки взбиты вот до такого густющего состояния. Корж у меня также готов, у меня он запекался 10 минут в моей духовке. Теперь я обрезаю края. Так как корж сам по себе тоненький, он достаточно быстро остывает, и поэтому можно с ним быстро работать. Корж я разрезаю на 4 равные части
И у меня получится такой вот тортик небольшой. Корж получился, посмотрите, какой воздушный, весь нежный. И главное, пока вот эти все манипуляции я проводила, он почти полностью остыл. Каждый корж я буду смазывать малиновым вареньем. Поэтому специально взбитые сливки я добавила всего лишь 10 грамм ванильного сахара. Потому что варенье и так получается достаточно сладкое, чтобы не было приторно-сладким. И теперь идет слой сливок. Уже очень красиво. А вкусно как будет. Накрываю следующим коржом, причем подбирайте коржи таким образом, чтобы торт выравнивать, потому что вот по краям они более низкие, а здесь в центре они все такие воздушные. Теперь снова варенье. Слой за слоем выкладываем все коржи, крем и варенье. У меня ушло 300 грамм варенья, и потом вот сливками немного выравниваем сам тортик. Теперь я взяла малиновое варенье, но без косточек. Через сито просто его протерла. Делаю вот такие аккуратные капельки на нем. И теперь делаю вот такие вот типа звездочки. Такой быстрый домашний декор. Тортик отправляем в холодильник до самого Нового года. Шучу, на 2 часа, чтобы он пропитался. Следующий рецепт — это основное блюдо — курочка сочнейшая. Курочку избавляю от лишней волосатости. Также я ее хорошенько помыла уже предварительно. Полностью вырезаю курица хребет, потому что здесь в принципе никакого мяса нет. Одни только кости, и его можно использовать на бульон потом. Только не забудьте удалить вот эти железы. Теперь делаем ароматную пасту. Небольшой пучок петрушки. Это все можно измельчить вручную. 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка цедры лимона, 1 столовая ложка лимонного сока, 50 грамм сливочного масла, оно у меня уже здесь размягченное. Теперь все нужно измельчить в однородную пасту. Ну вот и все готово, быстро и скоро, как говорится. Добавляю сюда соль по вкусу. У меня курочка весом 2 килограмма, поэтому я беру 2 чайные ложки без горки. И черный молотый перец тоже по вкусу. Я беру приблизительно половину чайной ложки. Аккуратненько отделяю кожу от мяса. И теперь нужно будет это все дело нафаршировать. Поверьте, эта курочка получается просто нереально вкусной, но при этом все очень быстро все делается. И теперь вот эту пасту отправляю сюда. В ножки тоже не забываем отправить часть пасты, чтобы все было вкусно. У меня уже начинается слюноотделение. Распределяем по всей курочке тоже эту пасту. И с этой стороны также. Чем больше будем стараться, тем вкуснее у нас получится. Честно вам скажу, это самая вкусная курица, которую я когда-либо пробовала. Теперь ее, в принципе, можно уже сразу запекать, но я оставлю ее чуть-чуть промариноваться, пока буду заниматься другими салатами и закусками. Для следующего рецепта я нарезаю тоненькой соломкой 150 грамм шампиньонов. У меня это королевские шампиньоны, они с коричневой шапочкой. Грибы обжариваю на максимальном огне без масла, чтобы из них испарилась вся лишняя жидкость. Теперь добавляю сюда немного растительного масла и отправляю половину луковицы, нарезанную четвертинками. Это 50 грамм. Пока лук с шампиньонами жарится, я тоненькими полосочками нарезала 150 грамм куриного филе и также смазала растительным маслом вот такие вот формочки для кексов. Грибами курочки я добавляю соль по вкусу, щепотку мускатного ореха, также черный молотый перец по вкусу, 30 грамм натертого сыра твердого на мелкой терке. Все перемешиваем. Курочку здесь не обязательно обжаривать, даже совсем не нужно. Ей хватит термической обработки в духовке, и она при этом останется сочной очень. Квадратики лаваша по размеру формы я обмакиваю слегка в воде, чтобы они стали податливыми, и выкладываю в форму. Получается вот такая симпатичная корзинка. Каждую корзинку я наполнила начинкой, теперь их нужно выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. Следующим у нас будет рулет с селедочкой. Для этого я беру 250 грамм отварного картофеля, посолю его по вкусу совсем немного, это в зависимости от солености рыбы, и добавляю сюда вот такую большую столовую ложку плавленного сыра. Это все хорошо измельчаю толкушкой. Сюда отправляю 50 грамм синего лука, это одна очень маленькая луковичка, и это все перемешиваю. Тем временем картошка уже хорошо подостыла.
Вот такая кремовая, слегка тягучая за счет сыра получается масса. Беру лист лаваша. У меня вот такой лаваш со шпинатом, поэтому он приятного зелененького цвета. И выкладываю сюда картошку с луком. И разравниваю по всей площади лаваша тоненьким слоем. Сверху я присыплю еще немного зеленым луком, но это по желанию, если вы любите лук так же, как люблю его я. И выкладываю теперь селедку. Вот такими тонкими ломтиками, приблизительно 150 грамм. И скручиваю теперь рулет. Край я оставила, второй край, немного свободным, чтобы он хорошо вот здесь вот слепился. Запаковала в пленочку и отправляю в холодильник до финального момента. Сейчас приготовим закусочные шарики с крабовыми палочками. На терке натираю один плавленый сырок, я его предварительно подморозила, чтобы его было легче натереть. К сыру добавляю один зубчик чеснока, уже измельченный, желтки 2 яиц, 50 грамм крабовых палочек, это приблизительно 2 штучки, хорошую столовую ложку майонеза. Все это перемешиваю, и получается вот такая солнечная и приятная масса. Солим по вкусу. Получается, что все ингредиенты натерты на мелкую терку. 2 натертых белка я смешиваю, тоже 50 грамм здесь крабовых палочек натертых. Вот так вот перемешиваю, чтобы была более-менее однородная масса. Беру немного получившейся массы. Руки лучше смочить водой, чтобы масса не слишком приставала. Сюда выкладываю несколько зерен кукурузы. Получается такой сюрприз внутри. И формирую шарик. И обкатываю вот этой вот стружки из белка и крабовых палочек. Шарики отправляем в холодильник. Внутрь, кстати, можно положить икринки. Пришло время запекать курочку. Я буду ее запекать с картофелем и с морковкой. Потом за 10 минут до готовности я еще добавлю размороженные брокколи. Немного поперчим. Можете добавить любые специи по вашему вкусу. Добавила немного растительного масла, это все перемешиваем и вот так вот оставляем по центру. Отправляю курочку вот так вот на решетке сверху, а под низом будут овощи. Запекаю 45 минут при температуре 200 градусов. Весь смысл в том, что все соки и сливочное масло, все специи будут попадать из курочки вниз на картошечку. Теперь салат конкурент оливье, 150 грамм горошка консервированного, 50 грамм пекинской капусты, 2 яйца нарезанных кубиком, 200 грамм вареной колбасы, ее можно заменить на ветчину или на балык, 100 грамм помидоров и 2 небольших картошечки, тоже нарезанные мелким кубиком. Вот и готово. Солим по вкусу, также заправляем майонезом. Для следующей закуски я нарезаю вот такими вот квадратиками слоеное тесто. Можно брать как бездрожжевое, так и дрожжевое тесто. И смажу слегка яйцом с молоком, чтобы получить румяную корочку сверху. Выпекаем 8 минут при температуре 220 градусов. Я уже измельчила одно яйцо, очень меленько нарезаю теперь один маринованный огурчик. Смешиваем 100 грамм печени трески, здесь почти нет масла, я его все слила. Добавляем сюда маринованный огурчик и яйцо. И также совсем немного зеленого лука для цвета. Все измельчаю вилкой, чтобы получился такой паштетик. Каждую штучку разламываю и сюда немного паштета. Получается вот такая вот подушечка. Еще один рецептик. Я беру 1 чайную ложку прованских трав, добавляю сюда столовую ложку растительного масла, столовую ложку уксуса, половину чайной ложки сахара, щепотку соли по вкусу. Все перемешиваем. Отправляю 100 грамм огурцов, 100 грамм помидоров, 100 грамм сыра брынза или фета, также 100 грамм болгарского перца, все нарезано кубиками, и также приблизительно 50 грамм маслин. Все аккуратно перемешиваем, у нас получается свежий ароматный греческий салат. Вот какая красота у меня получилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие блюда вам понравились больше всего. Я очень надеюсь, что хоть что-то понравилось. Я же прощаюсь с вами. Всем пока, до новых вкусных рецептов.